Всем привет, добро пожаловать. Сегодня у нас вышло обновление системы хранения. Добавили некий функционал, немного переписали некоторые настройки, так что давайте будем разбираться. Итак, по настройкам. Самое первое, самое важное у всех, кто работает с данной модификацией, есть такой вот JSON файлик, называется PS Setting. Вот. А ранее он у нас был как настройка фурнитуры, потому сразу для себя пометьте вот этот тут момент и перепишите файл на PS фурнитуры. По факту вам просто его нужно переписать название, вот, для того, чтобы у вас обратно эти все настройки вернулись. То есть по факту просто файл перепишите. В PS Setting теперь у нас находятся настройки список администраторов. Вы прописываете сюда Steam ID и настройка включить-выключить логирование. Вот. А в PS фурнитуре без изменений, только локс убрать нужно будет, он все равно здесь не работает. Вот. А так по факту все то же самое. Далее групп, level и групповые склады, персональные хранилища и персональные склады, их не трогалось, тут все окей. Единственное, пофиксили групповые склады, тут ранее могла не работать вот эта вот настроечка, то есть положить предметы с обвесами и игнорировать обвесы оружия. Вот сейчас все работает, все поправили. Далее добавилась еще одна настройка. Настройка сортировки. То есть вы добавляете категории сортировки. Вот, дальше я вам покажу их отображение. Вы самостоятельно можете добавить сортировку, которая вас интересует. Вот, и копируете, добавляете ниже, прописываете уникальный ID. То есть у следующего это должна быть 4. Прописываете название, путь к иконке и класснеймы или бейс-классы тех предметов, которые вы хотите, чтобы отображались. Вот, это мы сейчас приступим уже к интерфейсу. Но для начала информация по поводу администраторов. Данная настройка в дальнейшем будет развиваться под панель админа, то есть будет добавлена админка. На данный момент это работает для автообновления контента, то есть вы вносите какие-то правки в настройках при запущенном сервере, и прямо на сервере по факту можете в настройках у себя в управлении выбрать, установить какую-то кнопку. Не обращайте внимания, здесь у вас должен быть DRL Mods. Reload PS Config. Вы здесь устанавливаете кнопку, которая вам нужна для перезапуска, для обновления настроек, и прожимаете Ctrl-R в моем случае, и у вас подтягиваются настройки. Далее. Далее по интерфейсу, включая сортировку. Приступим сначала по сортировке, пройдемся, и по основной задумке оптимизации клиента, в основном клиента, потому что по факту по серверу у нас все замечательно, исключая один момент. Если прям овер до хера предметов с хранилища перемещать в игрока, то может быть просадка, потому типа вы поймите правильно, что вы можете хоть 10 тысяч предметов сразу запихнуть в хранилище, и серверу больно не будет. Но если вы выберете все и вот эти 10 тысяч предметов заспавните в игру, я думаю, вы понимаете, что будет. Тут уже спаун работает от Дейза и как бы просадку может дать. Так что вот с вот этим аккуратнее немножко. Не давайте там по миллиону слотов игрокам. Вот. Для оптимизации клиента я скрыл содержимое контейнеров. То есть сейчас содержимое отображается как и ранее, но здесь в самом основном списке нету отображения предметов, которые в них лежат, в этих контейнерах. Но если вы выберете шмотку, какую-то из шмоток, то эти предметы начинают здесь отображаться. То есть есть все-таки возможность выбрать несколько предметов и переместить. Если это не принципиально, вам несколько предметов пересылать не нужно, по факту вы можете выбрать даже вот там в курточке, вы знаете, что в курточке лежит, выбрать кейс и отсюда просто-напросто взять и переместить.
То есть по факту так это работает. Вот, и либо отсюда взять и переместить. Точно так же, если вы, допустим, отсюда переместите в обратную сторону. То есть по факту все работает именно вот таким вот образом. Далее. Сейчас я распихаю немножко. Вот, дальше. Для того, чтобы здесь не отображалась целая куча предметов, да, там тысячи и тысячи, потому что по факту здесь может лежать много предметов у игрока в инвентаре, и при открытии могла идти просадка по фэпэсу. Сейчас этого не будет, потому что, соответственно, если у игрока есть контейнера, то они будут отображаться вот таким вот образом, и как бы просадки по фэпэсу у клиента не будет. Вот, далее, по сортировке. Сортировка считывает сразу с контейнеров, потому она может вам вывести то, что лежит в контейнере, по факту, да, то есть сортировка работает именно таким образом. То есть, если оно лежит в контейнере, оно их выведет из списка. Вот. Но сортировка работает везде, то есть вы можете выбрать содержимое курточки и здесь точно так же прогнать по контейнерам, по списку, что именно где у вас лежит. Вот, допустим, скажите мне, я вам скажу, где оно. Вот, к примеру, мы штаны открываем, соответственно, показывает у нас содержимое. Если здесь будет большой кейс, который будет с наполнением большим, да, там вы, допустим, можете просто-напросто это дело отсортировать и забрать то, что вам нужно. Для чего сделано вообще это удобство и совмещение двух типов сортировок? Во-первых, потому что вот это работает автоматом, то есть это в зависимости от того, какие вещи одеты на игроке, и по факту они не требуют никакой настройки. А вот это для того, чтобы можно было забрать те предметы, которые нужны. Допустим, мне нужна медицина, я знаю, что вот в курточке у меня в кейсе лежит медицина. Я выбираю, нажимаю «Выбрать все» и переместить. Это одно из дополнительных, скажем так, из дополнений, которые тоже было сделано, проведено. Вот, добавлена кнопка «Выбрать все» и кнопка перемещения убрана отсюда наверх для того, чтобы, ну, для удобства, грубо говоря, чтобы это не выглядело так кринжово, как это было ранее. Вот. У хранилищ, по факту, в их списках все работает точно так же. Ой, извините, что я так перемещаю время от времени. Мне нужно, чтобы я вам показал суть, как это все работает. Вот, выбираем контейнеры, перемещаем. Тут точно так же содержимое не отображается, оно все лежит в контейнерах, но при этом учитывается количество, то есть эти предметы забирают место. Вот, соответственно, при выборе какого-то из контейнеров точно так же видно содержимое, отсюда можно переместить. Если, допустим, у вас много здесь контейнеров лежит, они забиты там вещами, оружием и так дальше, вот, вы точно так же по сортировке прогоняете и смотрите, что вам именно нужно для того, чтобы забрать. Вот, к чему вот это все объяснения? Дело в том, что для этого и была сделана гибкая настройка сортировки. То есть вы можете для себя, для своего проекта настроить максимально удобную сортировку именно под вас, то есть так, как вы захотите, вот, по типам определенных предметов или, там, допустим, крафт, медицина, электроника и так дальше, для того, чтобы игроку дать максимально огромную возможность сортировать эти все предметы по определенному типу. Вот. Как-то так оно работает. Единственное, то, что я еще дополнительно сделал, потому что уже потом на протяжении, буквально сегодня перед публикацией, на последних тестах проверили, и был нюанс, то, что у нас есть whitelist, потому в whitelist было добавлено исключение, потому медицина отображается, если она, допустим, есть у вас в контейнерах, и вы открываете какой-то объект с whitelist'ом, то whitelist здесь отображает только те предметы, которые требуются в whitelist, да, то есть, допустим, у нас вот в фурнитуре в медицине прописано только медицина, определенные предметы, соответственно, я открываю, у меня здесь отображаются только медикаменты, ну, точнее, предметы медицины. Вот, и точно так же могу выбрать все, переместить, и, соответственно, они у меня улетучились с одного из контейнеров. Вот, как-то вот так вот примерно оно работает. То есть, по факту добавлено
Переименован файл фурнитуры в PS Furnitures, добавлен файл PS Setting, в который добавлена настройка, добавление администратора вот, для автообновления. Вот, добавлено автообновление контента, вот, настроек для того, чтобы они сразу вступили в силу. Вот, и добавлена сортировка гибкая для того, чтобы это все дело можно было настроить. Плюс внесены некоторые правки касаемо багов. Это был момент связан с групповым складом, когда туда нельзя было поместить оружие. Сейчас все, в принципе, работает. Вот. Как-то так. Все. Всем спасибо за внимание. Обновление уже выгружено. Всем пока.